Я рада приветствовать всех подписчиков и гостей своего канала. Меня зовут Ведана, и сегодня я сделаю для вас расклад на тему «Какой мужчина дверь стучит?». В этом раскладе мы посмотрим, какой мужчина появится на пороге вашей жизни в ближайшее время. Расклад не имеет временных рамок и ограничений. Для кого-то ближайшее время месяц, для кого-то 2 дня, для кого-то полгода. Временные рамки вы можете устанавливать сами. Расклад будет на 3 варианта. Интуитивно выбирайте свой вариант. Первый вариант – Таро черных котов, второй вариант – Таро арканум и третий вариант – Таро универсальный ключ. Логика здесь не нужна, интуитивно выбирайте свой вариант. Первый вариант – Таро черных котов. По первому варианту, в ближайшее время на пороге у вас появится мужчина по аркану сила. Это старший аркан. Карта говорит о том, что это мужчина с сильным характером, который смог приручить обстоятельства, который смог взять всю жизнь в свои руки. Этот человек многого добился. Аркан сила – это сила и в финансах, и в работе, и во всех сферах жизни, которые его интересуют. Также по характеристике данного мужчины можно сказать, что он достиг очень многого в деловой сфере и работы, он покорил свою высоту, стал победителем в какой-то сфере деятельности. Также по девятке чаш это человек чувствительный, очень любвеобильный. Это результат. К этому, возможно, он пришел в результате своей жизни. Раньше он был не таким. Карта девятка – это карта результата. Карта говорит, это как результат его жизненного пути и его опыта в личных отношениях. Также о силе мужчины, о его успехах в финансовой, деловой сфере и о том, что он смог реализоваться в жизни, говорит карта император. По характеристике мужчины могу сказать, что мужчина состоявшийся, мужчина успешный в деловой и финансовой сфере. Что же он ищет в отношениях? В отношениях выпала десятка жезлов. Десятка жезлов говорит о том, что в отношениях мужчина ищет озарение. На отношения эта карта говорит о том, что мужчина ищет свою женщину. Возможно, раньше были очень непростые у него и сложные отношения, и вот теперь ему нужно озарение. Ему нужна женщина, которая осветит его путь, с которой он может жить и делиться своей жизнью, своими впечатлениями. Этих отношений он ищет новых, которые смогут как-то повлиять на его судьбу и осветить его дорогу. Также в отношениях этот мужчина хочет оставаться магом. Он хочет всем управлять, может даже такой мужчина и манипулировать, но главной картой выпало то здесь, аркан маг, что в этих отношениях мужчина хочет быть главным. Хочет, чтобы все было, как хочет он, хочет, чтобы ему подчинялись, чтобы его слушали. И также карта маг – это карта еще и успешного манипулятора. Также карта говорит о том, что мужчина ищет по пентаклях женщину успешную, женщину уже состоявшуюся, которая многого добилась, и тоже он же хочет женщину хорошую хозяйку и женщину успешную в финансовой сфере,
успешную в деловой сфере. По этому раскладу уже видно, что мужчина сам стал успешным в финансовой и деловой сфере и ищет такую же женщину, ищет себе ровню. Но тем не менее, в этом союзе он и ищет себе ровню и хочет сам всем управлять. На уступки по карте Маг видно, что в этих отношениях он идти не захочет. И ровня нужна, и чтобы все было, как хочет только он. Здесь он ищет неравноправные отношения, не партнерские, а отношения, в которых он сможет управлять. Где вы с ним познакомитесь? Вы знаете, мужчин много было обманов, много было разных планов, но он прошел в своей жизни трансформацию. То, что он хотел, то, о чем он мечтал, ничего у него не получилось. Однозначно у него начнутся какие-то перемены в жизни, перемены в его сознании. Также карта жрица еще говорит о том, что мужчина, возможно, для того, чтобы найти свою вторую половинку, прибегал к магии. Но у него ничего не получилось, потому что сопутствующие карты не говорят о том, что у магии у него был успех, а выпадает аркан смерть. Аркан смерть – это всегда изменение своего сознания, изменение подхода к делу. И также выпала карта праздник. Поэтому по этой карте я могу сказать, что с мужчиной вы встретитесь на каком-то празднике. Возможно, это будет день рождения, корпоратив, какое-то событие, которое вы будете отмечать в кругу друзей. И еще посмотрим, что же эти отношения вам дадут. Эти отношения вам дадут, выпала карта туз чаш. Туз чаш – это полная реализация в чувственной сфере, полная реализация в личной сфере. Это карта любви, карта взаимности, карта, когда мы довольны отношениями, когда все у нас хорошо, карта прекрасных и взаимных взаимоотношений, карта взаимной любви. Также выпала девятка пентаклей. Девятка пентаклей говорит здесь о том, что все покажется вам настолько хорошо, что вы немного расслабитесь и будете просто в этих отношениях плыть по течению. Посмотрите внимательно на эту карту. Кот расслабился, но вокруг много очень плавников акул. Выходит так, отношения будут очень прекрасные, отношения будут взаимные, отношения будут основаны на любви, на взаимопонимании. Отношения будут те, которых вы долго ждали. Вы расслабитесь, но тем более врагов у вас будет предостаточно. И по королеве мечей я вижу, что расслабляться все-таки вам не следует, поскольку в вашем окружении будет соперница. Это не обязательно женщина, с которой этот мужчина будет встречаться, поскольку по всем остальным картам я вижу и по тузу кубков, что у вас будет взаимность. Но все-таки кто-то будет на него засматриваться, и кто-то будет стараться мешаться в эти отношения. Карта королева мечей всегда карта конфликтная, скандальная. Она говорит о том, что какая-то женщина может в эти отношения вмешиваться бесцеремонно, нагло и со скандалами. Поэтому
Что эти отношения вам дадут, я могу сказать, что да, эти отношения принесут в вашу жизнь любовь, эмоции, всю полноту чувств, но вам нельзя расслабляться, поскольку эти отношения еще привнесут в вашу жизнь и соперничество. Появится какая-то женщина, которая захочет вмешиваться в ваши отношения. И карта здесь девятка пентаклей, это как карта предостережения, которая говорит о том, что вам никак не нужно расслабляться. И у нас как дно колоды выпала десятка мечей. Эту карту я всегда рассматриваю как предупреждение. И эта карта вам говорит о том, что если вы будете расслабляться и если вы пустите все на самотек, вы можете просто выйти из этих отношений. Эти отношения могут подойти к концу. В качестве карты совета эта карта вам советует не расслабляться, не доверять судьбе, не пускать все на самотек, все вокруг контролировать, за всем наблюдать, чтобы в вашу жизнь не вмешалась и в ваши прекрасные отношения какая-то королева мечей, какая-то соперница. Вот такой был первый расклад. По второму раскладу. По второму раскладу. Я хочу сказать, что на пороге вашей жизни появится мужчина по девятке жезлов. Мужчина по девятке жезлов – это всегда результат. А результатом его жизни до вашей встречи стало то, что этот человек закрытый от мира. Человек в окружении жезлов, человек этот мужчина в обороне, мужчина защищается. Эта карта говорит еще и о том, что до того, как этот мужчина появится у вас на пороге, этот мужчина пострадал от каких-то предыдущих отношений. Поэтому человек этот будет себя вести очень закрыто, очень опасливо. Это мужчина, который уже никому не доверяет и ждет постоянно ото всех подвоха, постоянной защите, постоянной закрытости. На момент встречи с вами мужчина будет еще жить прошлыми отношениями. Также карта шестерка кубков может говорить о том, это расклад общий, что на момент встречи с вами у этого мужчины будут дети, возможно, дети от предыдущего брака. Поэтому картой выпадает, что мужчина будет жить прежними отношениями. Если этот расклад срезонирует и в браке будут дети, то понятно, что этого просто так не убрать, и прежние отношения в жизни мужчины будут присутствовать. Если это не дети, то просто карты говорят на характеристику мужчины, что он на момент встречи с вами, когда появится у вас на пороге, будет жить прошлыми отношениями, прошлыми воспоминаниями. Он еще не сможет забыть своего прошлого. Колесо фортуны говорит о том, что этот мужчина полагается на удачу. Да, удача его в жизни присутствует. Ему в чем-то да повезет, в чем-то ему повезло. Возможно, он в какой-то сфере неожиданно для себя добился какого-то определенного результата. Но еще это карта риска. И карта эта говорит о том, что в финансовой и деловой сфере мужчина полагается на удачу, поэтому у него может быть то густо, то пусто. Финансовые дела его будут идти по-разному. То денег много, то их нет, как повезет. Но выпала карта еще и смерть. Эта карта говорит о том,
что в конечном итоге мужчина еще на момент встречи с вами будет переживать трансформацию, что его взгляды будут меняться, и что возможно, что он пересмотрит свои взгляды и станет менее зависим от прошлых отношений, он будет осознавать свои прежние действия, трансформироваться и меняться. Что же мужчина ищет в отношениях? Вы знаете, вообще-то мужчина по этому раскладу и хочет отношений. И все равно на начальном этапе мужчина по двойке мечей еще будет закрытым. По этому всему раскладу видно, что у мужчины тяжелый груз прежних отношений, что прежние отношения были непростые, и поэтому у мужчины выпала двойка мечей. Это карта закрытости в отношениях и немного отстраненности от мира. Но все же мужчина ищет свою королеву чаш. Он ищет женщину, которую он сам сможет полюбить, которая влюбится в него. Здесь карты напрямую говорят, что мужчина ищет свою женщину, свою королеву чаш, мужчина ищет свою любовь. Мужчина ищет женщину, с которой он бы мог, если не создать семью, то, по крайней мере, у него были бы светлые прекрасные чувства, и с которой он бы мог хорошо провести время. Также карта рыцаря мечей говорит о том, что в отношениях с вами на момент встречи этот мужчина хотел бы быть победителем. Возможно, даже через какие-то конфликты, через какое-то доказывание, но мужчине хотелось бы быть победителем в отношениях и тем человеком, который будет двигать эти отношения, чтобы все продвижение в отношениях и все, как будут развиваться эти отношения, все было только как он хочет. Но эта карта тоже конфликтности, карта говорит о том, что мужчина может привносить в отношения определенную конфликтность. Но однозначно, несмотря на свою закрытость, мужчина ищет свою королеву чаш. Ему нужна женщина чувствительная, женщина, любящая его, которой он сможет подарить любовь и которая сможет полюбить его. Где и как вы с ним познакомитесь? Могу сказать, что появится он в вашей жизни как-то неожиданно. Это карта колесница. Карта колесница всегда карта неожиданного появления. Это карта главная, она старший аркан. Поэтому по этой карте я могу сказать, что мужчина появится неожиданно. Мужчина появится как-то с той стороны, где вы его совсем не будете ожидать, где, возможно, вы не будете ждать знакомства. По восьмерке мечей я вижу, что вы пока тоже закрыты в отношениях. Вы, возможно, и не планируете новых отношений. У вас тоже был какой-то кризис в отношениях, и это будет для вас неожиданностью. По карте императрица могу вам сказать, что познакомит с этим мужчиной вас какая-то женщина. Женщина состоятельная, уверенная в себе. Возможно, это просто женщина старше вас по возрасту, а возможно, это начальница, но это уже женщина, которая многого достигла в финансах, карьере. Вас познакомит женщина. Это будет для вас неожиданностью, поскольку вы тоже, я вот смотрю, уже опять закрываетесь от отношений. Вы не ждете сейчас новых отношений. Это будет для вас неожиданностью. Мужчина просто этот врывается в вашу жизнь.
и что эти отношения вам дадут, что же эти отношения привнесут в вашу жизнь. Я хочу сказать, что эти отношения будут развиваться непросто. Вам выпала девятка мечей. Девятка мечей говорит о слезах, о страданиях, о бессонных ночах. Возможно, вы очень долго будете делать свой выбор. Возможно, очень долго не сможете решиться на эти отношения. Но в первую очередь я бы сказала, что девятка мечей – это карта бессонных ночей. Это когда человек долго сомневается, долго решает, что ему выбрать, что ему предпринять. Это уже становится ему в тягость. Но все-таки приходит карта сила. Карта говорит о том, что в этих отношениях появится сила. Это старший аркан. Перспективы в этих отношениях есть. Вы, как женщина, сможете приручить этого льва, приручить этого мужчину, взять все его дела, возможно, даже его чувства, все взять в свои руки. Это такая сила с помощью женской хитрости, сила мягкая. А также выпала карта повешенный. Эта карта говорит, что в этих отношениях вы зависнете еще надолго. Ну и по конечному раскладу, что принесут эти отношения, я скажу. Сами по себе они принесут силу, они перспективные. Это отношения надолго, в которых вы по каким-то причинам зависнете надолго. Но вот по девятке мечей начало отношений будет непростым. Почему-то вы долго будете думать, долго будете сомневаться, переживать, нужно, не нужно. И совет карт, дно колоды. Вам выпала десятка пентаклей. Это карта счастья и процветания. Это карта в первую очередь удачного финансового совместного будущего. Это карта общего дома. Это семейная карта. Поэтому карта говорит вам, что несмотря на то, что и у вас очень много страхов и закрытостей, и мужчина очень такой закрытый, уже не раз как пострадавший от прежних отношений, но все-таки перспективы у этих отношений есть. Если вы сможете преодолеть свои страхи, свои сомнения, открыться друг другу, то по десятке пентаклей карта советует вам продолжать эти отношения с этим мужчиной, который появится у вас на пороге, поскольку отношения перспективные и выпала карта семьи. Третий вариант. По третьему варианту вам выпал паж чаш. Карта характеризует мужчину как живущего своими чувствами. Это мужчина чувствительный, мужчина активный. Еще здесь и выпал король чаш. Возможно, да, мужчина любвеобильный, мужчина очень много рассказывает, очень много говорит, но это человек, который живет своими чувствами. Также
Поэтому мужчине, который вы встретите на своем пороге, я могу сказать, что на момент встречи с вами мужчина будет переживать какую-то конкуренцию, будет что-то доказывать. В сфере работы на момент встречи с вами у него будет все непросто. Если у него есть свой бизнес, ему придется отстаивать свои интересы. Если он на работе, ему придется перед коллегами отстаивать свои интересы. Также по карте справедливость тоже карта может говорить о том, что какой-то в его жизни вопрос сейчас решается по справедливости, а возможно это отстаивание интересов, и карта справедливости, это расклад общий, еще может говорить и о том, что на данный момент мужчина этот или разводится, или что-то доказывает в суде, в каких-то государственных инстанциях. Опять же, карта король чаш говорит о том, что мужчина такой любвеобильный, мужчина умеет рассказать, мужчина живет чувствами, чувство, любовь у него на первом плане. Что же этот мужчина ищет в отношениях? В отношениях у него сейчас непростой период, что-то он потерял в чувствах, перспектив он своих не видит пока. Мужчина попадется, конечно, с какими-то сожалениями вам, с какими-то своими переживаниями о прошлом. Явно по предыдущему раскладу видно, что у человека что-то происходит, период непростой в жизни. И человек ищет свое колесо фортуны, человек ищет свою удачу. Человек разочарован, человек пережил какие-то разочарования в личной жизни, кубки разбросаны, возможно, даже уже в других отношениях не видит перспектив, хотя перспективы есть, но все-таки этот мужчина при встрече с вами будет надеяться на какую-то удачу, на какой-то удачный случай, что ему таки удастся познакомиться с женщиной, о которой он мечтает, на какое-то удачное стечение обстоятельств. Но карта повешенный еще и говорит о том, что у мужчины было очень непростое прошлое, и мужчина как-то может новые отношения особо не развивать. Он может ими постоянно жертвовать во имя чего-то, или он может долго зависать на каком-то одном определенном этапе отношений. Где и как вы с ним познакомитесь? При каких обстоятельствах? Посмотрим. А здесь выпала карта взаимных симпатий, двойка чаш. Эта карта всегда говорит о том, что при первой же встрече у вас возникнут взаимные симпатии, вы обменяетесь какими-то чувствами, вы друг другу понравитесь при первой же встрече. Карта жрица говорит о том, что здесь, конечно, присутствовать будет какая-то тайна, возможно, даже не обойдется и без магического влияния. Что-то здесь может и такое происходить. Ну и также королева кубков. То, что вы познакомитесь у какой-то женщины или с помощью женщины. Выпало две женские карты. Жрица – это всегда или старшая женщина, или которая уже много чего добилась, женщина мудрая, поэтому возможно даже предположить, что вас могут познакомить родственники, но однозначно вы познакомитесь через каких-то женщин.
И также карта двойка кубков говорит, что это будет взаимная симпатия. Вы друг другу очень сильно понравитесь. Посмотрим еще, что эти отношения вам дадут. Вы знаете, эти отношения, над ними придется очень долго трудиться. В этих отношениях мужчина будет постоянно что-то недоговаривать, что-то скрывать. И да, эти отношения могут обернуться для вас очень тяжелым грузом. Отношения эти очень непростые. Да, я очень тоже всегда переживаю и расстраиваюсь, когда выпадает нехороший расклад кому-то, но если честно, вам очень много придется трудиться над этими отношениями. Партнер может здесь не именно то там обманывать, или это карта мошенничества, хотя возможно и это, но он будет постоянно что-то недоговаривать, что-то скрывать, что-то утаивать, и в конечном итоге эти отношения могут для вас превратиться в тяжелую ношу. И опять же в качестве совета выпала карта Луна, старший аркан, карта сомнений, карта страхов, карта неуверенности в будущем, карта, возможно, магического влияния. И эта карта и другие все-таки советуют вам присмотреться к этому партнеру, который появится в вашей жизни. Решать только вам, нужен он вам или нет, но вам нужно присматриваться и решать все рационально, не уходить в эти отношения с головой, поскольку они будут очень для вас трудными. В конечном итоге вы уже можете даже их воспринимать как тяжелую ношу. Много будет страхов и сомнений. Вот такие были расклады. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Желаю вам только светлой судьбы и хороших, радостных встреч.